Рак толстой кишки, колоректальный рак – это злокачественное заболевание, которое начинается в толстой кишке или прямой кишке. Раннее обнаружение играет ключевую роль для успешного лечения. Симптомы могут включать изменения в кишечных привычках, кровь в стуле, утомляемость, потеря веса и боли в животе. Рак кишечника может иметь несколько причин, включая генетические факторы, наследственность играет важную роль. Если у вас в семье были случаи рака кишечника, ваш риск может быть выше. Полипы. Некоторые типы полипов в кишечнике могут превращаться в рак со временем. Питание, диета, богатая жирами, мало клетчатки и низкое потребление фруктов и овощей может увеличить риск. Седентарный образ жизни, малоподвижный образ жизни и отсутствие физической активности могут повысить риск. Заболевания, наличие некоторых заболеваний, таких как язвенный колит или болезнь Крона, увеличивает вероятность рака кишечника. Возраст, риск увеличивается с возрастом, особенно после 50 лет. Курение и употребление алкоголя – эти факторы также могут увеличить вероятность развития рака кишечника. Ожирение, избыточный вес и ожирение связаны с повышенным риском рака кишечника. Неконтролируемые факторы, некоторые факторы, такие как пол и национальность, также могут влиять на риск. Для снижения риска рака кишечника рекомендуется здоровый образ жизни, регулярные обследования и, при наличии наследственных факторов или других рисков, консультация с врачом. Перед тем, как перейдем типов рака кишечника, хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрят целых 70% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрят его, поддержать работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. Рак кишечника бывает нескольких типов. Аденокарцинома – это наиболее распространенный тип рака кишечника. Он начинается в клетках, которые образуют слизистую оболочку кишечника. Карциноидные опухоли – эти опухоли развиваются из клеток, которые производят гормоны. Они бывают менее агрессивными, чем аденокарциномы. Саркома – этот редкий тип рака кишечника начинается в мягких тканях кишечника, таких как мышцы или соединительные ткани. Лимфомы и другие редкие опухоли. Иногда рак может развиваться из лимфатических клеток или других редких клеток в кишечнике. Точный тип рака и его характеристики могут варьироваться у разных пациентов, что влияет на лечение и прогноз. Стадии рака кишечника обычно определяются с использованием системы Т – первичная опухоль, Н – вовлечение лимфоузлов, М – отдаленные метастазы. Вот общий обзор стадии рака кишечника. На первой стадии рака заболевание не проявляется клиническими симптомами. Незначительные признаки интоксикации пациент относит к обычному недомоганию. На слизистой кишечника или под слизистой оболочкой образуется небольшое плотное образование. Метастазы в лимфатические узлы отсутствуют. На второй стадии рака опухоль перекрывает просвет кишечника на треть или половину. Могут поражаться ближайшие к новообразованию лимфатические узлы, но отдаленных метастазов нет. Третья стадия рака кишечника проявляется нарушением работы кишечника, которое вынуждает человека обратиться к врачу. Злокачественное новообразование перекрывает просвет кишечника полностью или на 1/3. Атипичные клетки выявляют в удаленных от опухоли лимфатических узлах. Метастазы отсутствуют. При четвертой стадии рака может развиться прободение кишечника, острая кишечная непроходимость, кишечное кровотечение. Наблюдаются множественные метастазы. Выражена интоксикация организма продуктами распада опухоли. Стадия рака кишечника играет важную роль при определении плана лечения и прогноза. Лечение может включать в себя хирургию, химиотерапию, лучевую терапию и другие методы в зависимости от стадии заболевания. Симптомы рака кишечника могут включать в себя следующие: изменения в кишечных привычках, такие как постоянная диарея или запор, кровь в стуле или чередование кровотечений и периодов без них, боль или неудобства в животе, утомляемость и слабость, потеря веса без явной причины.
Чувство, что кишечник не полностью опорожнен после дефекации. Изменения в форме или размере стула. Важно отметить, что эти симптомы могут быть вызваны и другими заболеваниями, поэтому при их наличии рекомендуется обратиться к врачу для проведения диагностики и выяснения причины. Регулярное скрининговое обследование, особенно для лиц с повышенным риском, также может помочь в выявлении рака кишечника на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. На ранней стадии рака кишечника симптомы могут быть минимальными или отсутствовать. Однако возможны следующие признаки: изменения в кишечнике, например, появление крови в стуле или коле, изменения в форме или консистенции кал, как диарея или запоры. Боль или дискомфорт, боль в животе, спазмы, неудобства в животе, которые могут усиливаться после приема пищи. Утомляемость и слабость, необъяснимая утомляемость, потеря энергии и снижение активности. Потеря веса, непроведенная потеря веса без явных причин, таких как диета или физическая активность. Боль в прямой кишке, дискомфорт, боль или чувство напряжения в области прямой кишки. Если у вас есть подозрение на рак кишечника или вы обнаружили подобные симптомы, важно обратиться к врачу для более подробного обследования и диагностики. Помните, что только врач может поставить точный диагноз и предложить соответствующее лечение. Признаки онкологии кишечника у мужчин и женщин встречаются одинаково часто, а они совсем немного уступают раку груди у женщин и раку желудка и легких у мужчин. У женщин онкологи чаще выявляют рак ободочной кишки. Симптомы рака кишечника у женщин могут появиться в любом возрасте, но риск его развития возрастает после 40 лет. Самый высокий процент заболевших отмечается в возрасте от 60 лет и старше. Наиболее частая причина рака ободочной кишки у женщин – перерождение кишечных полипов. Опухоль чаще возникает у женщин с отягощенной наследственностью, ведущих малоподвижный образ жизни, употребляющих в пищу много мяса, особенно говядины. Симптомы заболевания появляются спустя 2 года от начала развития патологического процесса. Пациенток беспокоит боль в животе, вздутие, нарушение стула. При прогрессировании болезни опухоль дает метастазы в лимфатические узлы, влагалище и другие органы. У мужчин чаще встречается рак прямой кишки. Заболевание просто диагностировать, но в связи с тем, что его симптомы напоминают признаки другой патологии кишечника, пациенты поздно обращаются за медицинской помощью. Причины визита к врачу следующие: кровь на поверхности кал, изменение формы и консистенции каловых масс, боль в заднем проходе, поносы или запоры. Симптомы рака кишечника у мужчин являются классическими и сочетают в себе нарушение работы ЖКТ, но при метастазировании часто поражается простата. При пальцевом исследовании проктологи определяют опухолевидное образование. Наиболее частая причина рака кишечника у мужчин – курение, злоупотребление спиртными напитками, кулинарные предпочтения, употребление в пищу жирной, острой, жареной пищи. Рак кишечника у мужчин может развиться на фоне полипов кишечника, неспецифического язвенного колита, ожирения, нелеченного геморроя. При раке кишечника чаще всего первой метастазируется печень. Это происходит на 4-й стадии заболевания. Прогноз рака кишечника 4 стадии с метастазами будет зависеть от степени поражения тканей и органов. При прохождении лечения и соблюдении рекомендаций врача больной может прожить еще около 2 лет. Метастазы рака кишечника 4 стадии могут поражать забрюшинное пространство и брюшину, органы малого таза, поджелудочную железу, мочевой пузырь, легкие. Неблагоприятные симптомы метастазов в кишечнике будут следующими: прорастание опухоли в жировую клетчатку, перфорирование толстой кишки, распространение раковых клеток на соседние органы, наличие раковых клеток с низкой степенью дифференцировки. Лечение рака в кишечнике зависит от стадии заболевания. Обычно используются следующие методы. Хирургическое вмешательство – это основной метод лечения. Хирург удаляет опухоль. При необходимости могут также удалить часть кишки.
Химиотерапия применяется для уничтожения оставшихся раковых клеток или при невозможности полной хирургическое удаление опухоли. Лучевая терапия — используются лучи высокой энергии для уничтожения раковых клеток. Таргетированная терапия и иммунотерапия — эти методы направлены на атаку раковых клеток более точечно, минимизируя повреждение здоровых тканей. Адъювантная терапия — это дополнительное лечение после основного, чтобы предотвратить рецидив. Важно, что подход к лечению всегда индивидуален и зависит от множества факторов, включая тип и стадию рака, общее состояние пациента и другие медицинские аспекты. Консультация с онкологом поможет определить оптимальный план лечения. В настоящее время не существует препаратов, которые могли бы предотвратить рак кишечника. Профилактика злокачественных опухолей состоит из комплекса мероприятий, отказа от вредных привычек, рационального питания, умеренных физических нагрузок, контроля хронических заболеваний, исключения переутомления и стрессов. Для профилактики рецидива важно соблюдать рациональное питание при раке кишечника. Питание при онкологии кишечника должно включать все микроэлементы и витамины для нормальной работы организма. Диета при раке кишечника включает большое количество продуктов, содержащих клетчатку, фрукты, овощи, цельнозерновые злаки для исключения застойных процессов в кишечнике. Из рациона следует исключить продукты с красителями и другими искусственными наполнителями, высоким содержанием жиров, простых углеводов. Диета при онкологии кишечника позволит наладить пищеварение, что значительно улучшит самочувствие человека.